Здравствуйте! Сегодня я хочу вместе с вами делать брошь. Брошь дубовый лист. Так, тут, видите, я начала. Но сначала давайте расскажу. Смотрите, мне что-то захотелось сделать листик. Вот такое я сделала, кленовый лист. Он, видите, какой яркий, весь блестящий у меня, да? Вот такой получился. Очень я им довольна. Еще я сделала вот такой дубовый листик, видите? Он уже такой приглушенных цветов, такой охряный коричневый с таким приглушенным золотым. Вот такой вот он у меня вышел лист. И что? И решила я, захотелось мне сделать еще один дубовый листик. Но видите, вот этот у меня получается золото с коричневым. А я захотела сделать немножко другую расцветку, немножко по-другому. В общем, тут, видите, я начала делать. Буду просто показывать этапы, как я делаю. В общем, я взяла трафарет, да, на фетре, пришила его по кругу и закрасила акриловыми красками цвета, которые я хочу использовать. То есть я хочу его сделать таким вот зеленым здесь, вот таким тепло-зеленым, а вот эти вот этот цвет, видите, я тут закрасила таким, ну, как бы так, золотым, таким бронзово-золотым, да. Вот, и мне хочется его сделать таким немного акварельным, что ли. Короче, решила я попробовать и вот этот золотой цвет зашить сначала мулине, а потом уже делать канитель, кристаллы и так далее. Смотрите, мулине у меня вот такое. Вот, мулине гамма. Где тут было-то? Вот гамма. Мулине гамма. Вот. Вот такого цвета. А цвет какой? Вот цвет. Вот он. М31. Ну, если интересно, цвет, конечно, чудесный. Совершенно они металлизированные. Металлизированные мулине. Очень-очень красивые. В общем, мулине это я разодрала на, видите, я его разодрала по 4 ниточки у меня будет. И вот так вот я его, видите, растираешь и вот так вот вышивать буду. В общем, так, сейчас. Здесь у меня вышивала я не то, чтобы особенно прям аккуратно, то есть просто вот зашить нужно вот этот вот край, чтобы это мулине было как база. На него дальше уже будем нашивать много чего, то есть нужно просто и вот так вот зашить. И видите, с обратной стороны как оно. То есть я зашивала сюда, потом отсюда назад. Вот так я его зашивала. Вот так. Покажу следующий этап. Так, ну вот смотрите, что у меня вышло. Так вот я вышила нитками, получается, по краю. Вот оно вышито, видите, вот здесь все. Теперь у меня какой план? Сейчас вот думаю. Мне нужно сделать канитель. У меня два варианта. Коричневый и золотой. Вот думаю, какой лучше. Честно, что-то я не знаю. Мне хотелось его сделать золотым. Сейчас буду думать. Будет такой вот более жизнерадостный. То ли коричневым лучше сделать. Ой, не знаю. Ну вот, что-то мне кажется, коричневый, наверное, будет смотреться все-таки лучше здесь. Хотя и золото тоже хорошо смотрится. Фиг знает. В общем, буду думать сейчас. В общем, да, у меня два варианта. Канитель, коричневый и золото получается. А вот эти прожилки я хочу сейчас сделать стразовой цепочкой. У меня есть стразовая цепь, вот такая зелененькая. Он такой теплый зеленый. Сейчас я сделаю вот так вот стразовой цепью. Вот так. И
И, наверное, вот эти вот прожилки тоже сделаю сразу отцепим. Что-то мне... Неправда, мне хочется его сделать таким вот больше золотым, нежели... Наверное, золото все-таки сделаю. Наверное, будет сейчас золотая канитель и вот это вот цепочка. Цепочку сейчас покажу поближе. Вот такая. Видите? Очень красивая. Так выглядит моя вышивка сейчас. Видите, я обшила ее канителью по краю. Обшила. Кстати, вот для пришивания канители использую такие дотсы. У меня вот есть парочка штук. И удобно на них вот, что для вот этих вот изгибов их использовать. Удобно. Далее. Смотрите, я пришила вот тут. Я пришила сразу цепочку. Так, и начала пришивать вот кристаллы. Ну, в общем, пока получается вот так. Смотрите, у меня тут есть, в общем, бусинки. Эти бусинки, вот сейчас буду думать, как их мне приделать. Потому что тоже вот как-то так их, не знаю. Сейчас буду думать. Я буду тут пришивать. Не совсем, в общем, уверена, как мне это нравится. Но, может быть, как-то вот так. Мне, честно говоря, очень нравятся вот эти бусины. Красивые они. Кажется, вот этот не совсем цвет. Видите, он красивая такая бусинка, но она, мне кажется, цвет не очень подходит. Если вот так вот, видите, как бы, ну хотя, это ж так оно. Можно и вот так вот, может быть. Сюда еще одну вот такую вот приделать. Как-то вот добавить тут как-то не знаю. В общем, буду еще думать, как. Ну как-то вот так, возможно, это будет. Вот так. Еще подумаю. Видите, вот так вот. Возможно, что-то похожее. Ну, посмотрю. Все получается как первый жар птицы на самом деле. Листик. Так, в общем, думать буду. Так, ну смотрите. Здесь я пришила бусинки. Пришила кристаллики небольшие. Вот у меня 1-2 кристаллика. Тут буквально 3 кристаллика всего зеленых. Попришивала бисер, заполнила пространство, обшила бисером немножко кристаллы, использовала 11-й бисер, делику и рубку. Ну, в таком рандомном порядке. Вот. То есть, собственно, тут 2 цвета. Такой неброский коричнево-золотой и вот этот мятный зеленый. Да. Добавила немножко рубки. Она так хорошо смотрится. Ну что, смотрите. Доделала я брошь здесь. Видите, я ее, вот он, видите, слои, фетр. Туда я подклеила картон. Видите, картон здесь подклеен и кожу. Сделала задник. Сделала я задник. Видите, кожа довольно-таки плотная, поэтому задник вот такой.
Смотрите, у меня есть ножницы вот такие вот остренькие. Такие. Еще у меня есть, сейчас покажу, такая интересная вещь. Маленький паяльничек. Купила я. И вот им я эти вот поджигаю острые углы. Это очень удобно им работать. Здесь можно прям вот так вот очень хорошо залезть. Еще я сделала, пришла, видите, хвостики. Вот хвостик будет. И моя ниточка. Сейчас буду обшивать край. Буду обшивать край. Вот у меня тут эти 2 миллиметра пайеточки. Обошью, покажу. Так, ну что, доделала я свой листик. Смотрите. Сейчас расскажу. Приделала я черешок. Вот он. Черешок я просто взяла пин и на него надела бусинки. Сделала петельку на конце и подшила к фетру. Так, теперь краешек я сделала, видите, из пайеток. Получился край. В общем, думала я бисер или пайетки. Выбрала все-таки вот такие вот пайетки у меня. 2 миллиметра. Вот они. Вот их я взяла. Показалось, лучше будет смотреться. Здесь, видите, на этом листике у меня бисер, пятнашка. Все они, конечно, смотрятся по-разному, краешек. Но здесь мне бисером понравилось, потому что он весь такой. В общем, вот так. Видите? Такие вроде и похожие, разные. Так, ну здесь, смотрите, у них задники одинаковые совершенно получается. Единственное, что, конечно, пайетками было обшивать тяжелее, на мой взгляд, бисером проще. Да, видите, застежка. Кожа у меня очень толстая здесь, поэтому вот это вот сделать аккуратно очень получается сложно. Но ничего. В общем, вот такие броши, да. Такие вот самые обычные застежки. Ну, они хорошо работают. С ними нормально. Да, вот такие вот. Такие 2 листика. Единственное, знаете, когда вот здесь вот я делала край, прям совсем край, то есть нужно, конечно, обрезать очень аккуратно, потому что эта вышивка может поехать. Вот. Нужно, конечно, с ним осторожно. Так, ну, собственно, такая вот. То есть тут что интересно, ну, интересно, на мой взгляд, то есть у меня тут много бусинок вот этих, но они смотрятся очень хорошо. Это бусинки из магазина этого Стрибель. Чудесно смотрится. Так. Все. Вот такие вот листики у меня получились по итогу. Вот так. Такая вот красота. Здесь, кстати, тоже вот в этом листе, в школе листе показываю, видите, тут черешок я сделала из бусинок металлических. Эти круглые стеклянные и металлическая бусинка в таком толстом пине. Вот в этом листе очень много кристаллов, конечно, он весь такой прям блестучий. Но край я тоже обшила этими пайетками. Так, геморно. В целом смотрится неплохо, сказать. Вот этот, конечно, вот такой край обшивать, наверное, лучше бисером, потому что пайетками это было очень сложно обшить. Смотрите, я использовала нитки вот такие. 100% полиэстер.
такой. И вот такой. Видите? В общем, вот эти нитки, они были вот в таком наборе. Из вот такого вот набора они были. 32 цвета. А, нет. Вот этот 40 цветов. 40 цветов. Нитки очень прочные, цвета красивые, много. Все с ними чудесно. В таком вот варианте. Видите? И тут среди них был даже вот золотой цвет. И где-то серебро еще есть. Вот серебро. Видите? Этого же магазина бренда я брала ниточки вот такие. Может быть, помните? Такие металлические. Вот. Маленький набор металлических ниток. Вот они, металлики. Использовала. Ну вот очень они мне понравились. И для вышивки, то есть смотрите, если для плетения, скажем, я использую, у меня вот есть Fireline и вот эти вот японские нитки я использую в основном, то для вышивки у меня идут. То есть для вышивки я использую вот эти вот ниточки, хорошо идут. Очень даже. Для вышивки же я использую вот такую, сейчас, вот такую леску. Прекрасно она используется. Ссылки я оставлю, кстати. Такую леску использую. Вот. Для вышивки же очень прочная вот такая хорошая леска. Причем она в разных цветах идет. Плетенка. Цена у нее недорогая. То есть много, она недорогая. Вот. Если у меня что-то очень светлое, тоненькое, то у меня есть вот такая вот монолит, наверное, она называется. Бобиночка вот такая вот. Она тонкая, тонкая, тонкая. И вот практически не видно. Видите, у меня такая здоровая катушка. Сейчас. Видите? 0,12 миллиметров. Вот. Но она очень хороша, если нужно пришивать что-то тоненькое, легонькое, и ее не видно. Вот прям не видно. Классная тоже вещь. Вот это у меня для пришивания. Спасибо большое за внимание. До свидания.